Доброго здоровья вам, дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина, и сегодняшняя тема нашего видео — это продолжение лечения атеросклероза. То бишь, я в прошлом видео, ссылочку на него я оставлю в описании, обещала дать тибетский рецепт омоложения организма. И сейчас мы его прочитаем. Но пока я буду читать, вы подпишитесь на мой канал. Если еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А их будет много и интересных. Также нажимаем лайки, дизлайки и пишем комментарии. Если у кого-то есть какие-то вопросы по народной медицине, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Также не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Вам это несложно сделать, а кому-то может оказать очень большую помощь и поможет моему каналу. Ну, итак, я одеваю другие очки, начинаю читать, а вы делаете то, что я сказала. Но, естественно, внимательно смотрим и слушаем видео. Итак, тибетский рецепт омоложения организма. Этим лекарством я лечил свою мать, которой было 82 года. Через месяц от начала лечения ее состояние резко улучшилось. Прекратились головокружение, боли и спазмы в области сердца. Исчезли бессонница и ночные страхи. Прекратились перебои в сердце, улучшилась память. Сейчас ей 84 года. Она чувствует себя для этого возраста вполне удовлетворительно. Значит, тибетский рецепт омоложения датируется примерно IV веком до нашей эры. Найден в 1971 году на глиняных табличках и переведен на все языки мира. Лекарство, предложенное древними, очищает организм от известковых отложений, резко улучшает обмен веществ, в результате чего стенки сосудов становятся эластичными и количество крови, проходящее через них, увеличивается. Это предупреждает ишемическую болезнь сердца и инфаркт миокарда. После окончания курса лечения больные чувствуют себя намного лучше. Улучшается зрение и слух. Более эластичной становится кожа. Организм омолаживается. Приготовление. 350 грамм чеснока мелко нарезать и истолочь в эмалированной или деревянной посуде деревянной толкушкой. Отделить 200 грамм полученной массы, взять ее снизу, где больше сока. Положить в глиняный сосуд, сейчас глиняный сосуд это проблематично, нам подойдет стеклянная банка. И влить 200 грамм спирта. Сосуд плотно закрыть и хранить в темном месте 10 дней. После этого состав процедить через плотную ткань. Остаток отжать. Через 3 дня можно начинать лечение. Лекарство пить с молоком комнатной температуре 50 грамм молока, вливая его по каплям строго по схеме. Значит, первый день завтрак 1 капля, обед 2 капли, ужин 3 капли. Второй день 4 капли, обед 5 капель, ужин 6 капель. Третий день 7 капель, обед 8 капель, ужин 9 капель. Четвертый день 10 капель, обед 11 капель, ужин 12 капель. Пятый день 13 капель, обед 14 капель, ужин 15 капель. Шестой день 15 капель, обед 14 капель, ужин 13 капель. И так идем
до 10-го дня, убирая по капле каждый прием. Так же, как увеличивали по капле, так же и убираем. Далее, после того, как дошли до 1 капли, далее по 25 капель 3 раза в день, пока не закончится средство. Курс лечения можно повторить не менее чем через 5 лет, насколько оно будет действенно. Также необходимо включить в рацион следующие продукты и настои. Это то, что я говорила при лечении атеросклероза. Чабрец, чайную ложку залить 200 граммами кипятка, настоять в хорошо закрытой посуде 1 час. Принимать 3 раза в неделю по 50-60 грамм на прием. Чабрец – сильное средство, обладает бактерицидным успокаивающим действием, снимает спазмы сосудов головного мозга. Боярышник, ну уже был рецепт, и ссылочку на боярышник я оставлю внизу в описании. Настойка цветков на спирту, это можно даже аптечную убрать. В 200 миллилитрах спирта опустить 4 столовые ложки цветов и настаивать в темноте при комнатной температуре 10 дней, периодически встряхивая. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день с водой. Но я же говорю, тут как вы приготовите, можно брать обычную аптечную настойку. Смешать 100 грамм измельченных сухих цветов ромашки со 100 граммами травы зверобоя. В смесь добавить по 100 грамм бессмертника и березовых почек. Тщательно перемешать. 1 столовую ложку сбора залить 0,5 литра крутого кипятка на 3-4 часа. Потом отфильтровать, половину настоя растворить в нем столовую ложку меда и выпить до ужина. Утром оставшую жидкость подогреть, добавить столовую ложку меда и выпить до завтрака. Процедуру повторять, пока не кончится сбор. Очень полезно принимать по 1/4 стакана красной смородины за полчаса до еды. Паста простите, антисклеротическая. Приготовить пасту из следующих компонентов. Взять 1 килограмм изюма, кураги, чернослива без косточек, инжира и шиповника. Залить на ночь холодной водой вровень с ягодами, а утром пропустить через мясорубку. Хранить в холодильнике. Принимать по 1 столовой 2-3 раза в день за полчаса до еды. Ну, можно брать, если нет, допустим, возможности купить сразу по килограмму, можно брать по 100 грамм. И довольно-таки хорошее средство получается. Укрепляющая смесь, предложенная академиком Амосовым для людей, страдающих заболеванием сердца и послеоперационных больных. 1 стакан изюма, 1 стакан грецких орехов, 1 стакан меда и сок 1 лимона. Принимать по 1-2 чайных ложки 3 раза в день. Тоже довольно-таки хорошая смесь. Ну, тут уже пропорции, как говорится, даются более доступными. Значит, изюм увеличивает содержание гемоглобина в крови и оказывает хороший эффект при лечении атеросклероза. 1 чайную ложку изюма залить на ночь стаканом кипятка. Утром съесть ягоды и выпить воду. Курс лечения 2-3 недели. Кстати, вот этот вот рецепт очень хорош при чистке печени. Чистка печени у меня есть на канале, и ссылочку я тоже оставлю. Береза, почки, 10 грамм сухих почек на 200 грамм воды, кипятить 10 минут. Процедить, принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.
Мать и мачеха столовую ложку сухих измельченных листьев залить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить, принимать по 1 столовой ложке 4-6 раз в день. Одуванчик. Используются корни и трава. 1 столовая ложка сухого измельченного сырья на стакан воды. Кипятить 10 минут, процедить, принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Тысячелистник. 15-20 грамм сухой измельченной травы, залить 200 граммами воды, кипятить 10 минут, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день до еды. Рябину, черемуха, чеснок, лук, клюква, ежевика, слива, груша, жимолость, яблоки, земляника и смородина принимать в любом виде. Бессмертник песчаный, 1 столовая ложка соцветий бессмертника залить стаканом кипятка, настоять 30 минут и процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. Ежедневно употреблять сок 1 лимона. Сок содержит в себе большое количество калия и рутина, которые в сочетании с аскорбиновой кислотой укрепляют и делают эластичными стенки кровеносных сосудов. Ежедневно, утром за час до завтрака и через час-полтора после ужина съедать по 1 яблоку. Смешать 1 чайную ложку меда, сок половины лимона, 3/4 стакана кипяченой воды и пить на ночь. Очистить от кожуры, пол-лимона, измельчить, полить стаканом отвара хвоя, 1 столовую ложку хвои на стакан кипятка, кипятить 5 минут, охладить, процедить и принимать за полчаса до еды или через час после еды в течение 3 недель. После месячного перерыва курс лечения надо повторить. Мелиса прекрасно снимает нервные спазмы, улучшает работу мозга, уменьшает головокружение и шум в ушах. Мелису в любом виде, свежем или сушеном, можно добавлять в чай или приготовить отвар. 1 столовую ложку травы на 200 грамм кипятка. Настоять 1 час, принимать по 100 грамм 2-3 раза в день. Отвар корня хрена. 250 грамм хрена вымыть, натереть на крупной терке, залить 3 литрами кипяченой воды и кипятить 20 минут. Процедить, принимать по полстакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Вот на сегодня такие вот рецепты я оставляю вам. Очень полезные рецепты, укрепляют организм, омолаживают. Но здесь еще не все. Именно по лечению атеросклероза. Но эти рецепты я уже оставлю в следующих видео. Ну а на сегодня, мои родные, я буду с вами прощаться. И как всегда напомню. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поставить лайки, дизлайки и обязательно написать комментарий. Если у кого-то есть какие-то проблемы по каким-то заболеваниям, я с удовольствием помогу с рецептами в решении ваших проблем. Ну и также огромнейшая просьба. Поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Кому-то эта информация может быть очень и очень полезна. А вам это не сложно, а мне приятно. Так что, мои родные, пожалуйста, помогаем продвижению канала. Ну и я с вами прощаюсь. До следующего видео. Ваша Ирина. Пока-пока.